Ну вот, всем снова привет. Всем опять же спасибо, что вы смотрите, ставите лайки. Вот, сегодня видео хочу снять про пазик. Вот, довелось мне сегодня работать на вот этом новеньком пазике. Ну как новенькие, они осенью к нам пришли. Вот, я показывал в одном из роликов их, что они пришли. И вот сейчас хочу такой мини-обзорчик сделать этого пазика. Vector Next. Сейчас вот обед, и как раз есть время посмотреть его. Вот изнутри, видите, да, вот они отличаются. Здесь есть площадка, так сказать, для инвалидов. Вот там вот кнопочка эта, которая, чтобы они открывали. Здесь большая площадка, но опять же он неудобен для кондукторов и пенсионеров, что вот здесь везде ступеньки. То есть им подниматься всем, ну это ладно. Но в принципе сиденья газелевские, да, сами видите. Тут вот люк один единственный, двери распашные. Ну салон вот обычный такой вот, простой, как на газелях. Сейчас спереди, тут тоже ступеньки такие крутые. Вот так вот он выглядит спереди. Обзорное такое лобовое стекло хорошее, дворники хорошие, ну хорошо чистят и продумано все там с регулировкой паузы. Ну как все на газели, говорю, это та же самая газель, только собрана на другом заводе, обновленная. Вот. Колеса вот такие вот. Тут стоят аккумуляторы, там ничего нету, тут с той стороны. С этой стороны вот здесь вот люки, и здесь ну, заправка газа, короче, эти краны стоят. Шланги в колесах выведены. Очень даже хорошо, редкость. Вот такой вот пазик. О, слава богу, уехал, хоть шуму меньше стало. Вот здесь вот это внутри, это вот кабина, да, как так сказать. Все это антиковидные масочки тут у нас. Вот видите, вот это правая сторона торпеды, панель. Вот эти кнопки, короче, они двери открывают, вот закрываются двери. Ну а вниз открываются. Это микролифт, то есть сейчас включу зажигание. Вот торпеда, как бы ее снять того. Вот там всяких лампочек. Вот они дворники, видите, хоба. Сейчас даже заведу. Ну тут, чтобы его завести, надо выжать педаль сцепления. Тогда только он заведется. Он газовый, еще раз повторяю. Руль вот такой вот. Микролифт, я не знаю, если сейчас будет видно, не видно. Но вот он, короче, опустился. Это специально, чтобы инвалидам было удобнее. Не видно, наверное, на видео. Это надо одному кнопку нажимать, второму держать. Вот он сейчас поднимается. Так вот. Потом здесь это отопление салона. Это вот вся эта, как сказать, регулировка отопления, да, здесь температура, здесь куда тебе надо, ноги, стекло и в рот. Здесь скорость вентилятора. Вот. Это я не знаю, они как горят, но толку от них никакого. Короче, это розетки под прикуриватель, обогрев зеркал. Вот, стабилизация, да, это я хрен знает, что такое вообще, она не реагирует никак. Здесь с этой стороны свет. Вот он, свет загорелся. Здесь и вот рядышком. Ну а здесь вот свет в салоне. Ну это понимаете, да, это свет. Тут это все понятно. Вот панель. Приборная, этот щиток.
Сейчас только что приехал с заправки, так что газ полный, температура 80, обороты, пробег. Вот видите, да, вот у него пробег. Ну так-то вообще ни о чем. 30, сколько там? 36-39. Вот эти две полоски, это давление воздуха, ну и спидометр. Часы, вольтметр. Ну, газели, скорее всего. Кто видел газель, так это все от нее. По ходовым качествам, я вам скажу, что-то какие-то они тупые все эти пазики. Ветер подул, блин. Ну, очень тупые. То есть, блин, чтобы с места тронуться, это надо газу нормально дать. И причем начинаешь с места трогаться, этот газ куда-то пропадает, он как будто бы то ли задыхается, то ли захлебывается. Ну, как-то непонятно, короче, непонятно. Вот он шильдик, автофокус, во. На заднюю ось 8 тонн, на переднюю 4,5 и максимальная 12500. Двигатель ЯМЗ, ну как правильно, я не знаю. Ну, здесь всякие датчики. Вот на рулевой колонке датчик какой-то, я не понимаю даже, что это такое, честно говоря. Я на них очень редко работаю, поэтому, ну, двигатель, сейчас посмотрим. Двигатель, сейчас все уберем. Вот он двигатель. Ну, это бачок гидроусилителя, вот он. Это вот бачок расширительный, вот такой вот маленький. Вот так вот он выглядит сверху. Ну, а больше тут ничего и не видать. Тут трубочки всякие, краны на печку. Вот там турбина. Ну, там щуп масляный. Вот он движок вот так вот тут сделал. Не знаю, видно. Здесь вот лючок этот вот так вот. Опа, закрылся. Задрала эта маска. А, вот здесь вот еще экранчик такой. Так как заднюю площадку не видно, сейчас опять зажигание включу, он включится. Вот, видно вам, не видно, я не знаю. Так, по-моему, не видно нифига, да? Вот что-то вот. Вот если заднюю дверь закрываешь, и там вот. Я вот сам не вижу, солнце у меня тоже светит в камеру, я не вижу. Может вам. Потому что задняя площадка утоплена, и в зеркала ее не видно, да, допустим, вот зеркало, которое там, ну, салонное, не видно заднюю площадку, поэтому сделали камеру. Зеркала, кстати, на нем оба, что правый, что левый, электрические регулируются. Вот. Вот здесь вот он. Правда, уже эта бомбушка потеряна. Ну, вот здесь это не регулируется. Так, что еще-то здесь? Я говорю, по ходовым качествам он, ну, как пазик, блин. Единственное, что на подушках помягче обычного рессорного. Вот. И вот ездишь, вот, ну, не знаю, на скольких газовых ездил, не было такого, что газу даешь, сцепление отпускаешь, он а потом набирает, поехал, блин. То есть, если какие-то резкие движения с места, ну, не получится. Он или задохнется, или захлебывается. Я не знаю, что с ними сделано. Вот. Ну вот, как-то вот так вот на нем ездить не очень так вот. Особенно после дизеля или бензиновой что-нибудь машины. И вообще он просто тупой, так сказать. Не знаю, если что-то интересно, напишите, я еще сниму, что именно подробнее, там куда-нибудь залезем, как-нибудь договоримся с Ямой там. Вот. Про Урал хотел снять видео, а Урал залез в кабину, ну вот новый-то Next, там, ну, то же самое, вот внутри, ну, обычная газель, короче. Даже вот на Урале, там, где магнитола посередке стоит, там эмблема газа. Ну, то есть я не думаю, что-то там интересного такого снять.
Вот. Что, ну, что-то интересное там будет в этой кабине. Нету там нифига интересного. Такие же кнопки, такая же магнитола, все то же самое, что у Газели. И кабина-то газовская. Самое что интересное, вы, наверное, знаете, не? Что газовский завод вот, для Уралов поставляет кабины. Только для Уралов кабины идут оцинкованные, а на сами Газели нет. Вопрос почему? Неужели на Газели не могут ставить оцинкованные кабины? Понятное дело, Урал это военная техника, туда-сюда, это скорее всего госзаказ. Вот, и туда идет оцинкованная. Или неужели оцинкованная кабина будет стоить намного дороже, чем, чтобы цена поднимется, короче, на машину, фиг знает. Ну вот он так вот как-то. Вот. Ну вот там ниже в описаниях будут все мои видео, кто первый раз смотрит. Можете перейти посмотреть там, и не только про автобусы, и там еще есть. Кому-то интересно, кому-то нет. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, кто смотрит. Пишите, сниму еще что-нибудь, какое-нибудь видео. Пока работаю в этом гараже. А так я уже собрался оттуда увольняться. В прошлом видео показывал, что зарплаты ни о чем. Плюс еще приставы меня нашли. Ой, блядь. Списали пол зарплаты. То есть, работать за копейки я не буду. И поэтому я буду писать заявление и увольняться оттуда. Ну все, смотрите описание. Переходите по ссылкам в роликах. Смотрите, ставьте лайки. Всем пока, всем хорошего настроения, удачи, здоровья вам и вашей семье.